Мы будем очень объективно сейчас рассказывать о том, зачем звук приведения в Model Y поставили, и другие важные темы обсудим. Друзья, мы снимаем на фоне мурала, на котором изображен Илон, для того, чтобы вы видели, что у нас все очень стабильно. Этот мурал уже рисовался тогда, когда Илон говорил глупости про войну в Украине. И нарисован этот мурал украинским художником на здании, которое арендовано украинской компанией. А был нарисован он в честь истории нашей компании, потому что Илон, как ни крути, не то чтобы часть истории, это история в принципе компании Tesla и часть истории компании ТСК. Также на этом мурале изображено прекрасное здание ТСК кафе. Но мы сейчас будем говорить вообще о другом, а именно, что Илон сделал для Теслы, почему он был ей необходим, что сделало так, что Tesla стала уникальной компанией, какие цели у Теслы прямо сейчас, в этом году, и почему Илон мешает эти цели достигать. И что, в общем-то, должно быть сделано для того, чтобы эти цели были достигнуты. Привет, друзья! Видео очень тяжелое, но по большому счету это продолжение уже вышедшего видео, которое называется «Банкротство Tesla». Вот на него ссылка, вы можете его погуглить, это было несколько или десяток видео назад. Мы снимали мысли по этому поводу. А здесь концентрация тех же самых мыслей, но немножко через призму личности Илона Маска. Первое. Все, что нам нравится в этом человеке, все, что мы в нем любим, и все, что мы в нем ненавидим, это две стороны одной и той же монеты. Значит, буду объяснять. Дело в том, что мы уважаем этого парня. И почему он нарисован здесь на стене? Потому что он переизобрел автомобильную промышленность. Перевыдумал снова автомобильное производство. Перевыдумал автомобильные детали и их производство. Перевыдумал систему поставок и сделал так, что маржинальность на каждом отдельном автомобиле от бренда Tesla достигла невероятных 30%. Так что вы поняли, некоторые шоколадки в ларьках продаются с меньшей маржинальностью, чем его компания могла получать с каждой отдельно взятой машины. В то самое время, как некоторые производители получают 5%. Это невероятное достижение. И как это было сделано? Дело в том, что для того, чтобы пересобрать всю автомобильную промышленность, надо было на нее взглянуть таким детским, непосредственным, наивным взглядом и задавать очень простые вопросы. Почему машина такая сложная? Почему у нее так много запчастей? Как можно сделать из одной запчасти или из сотен запчастей одну запчасть? И как ее быстро поставить? Как сделать так, чтобы все запчасти производились рядом или на одном и том же заводе? Как сделать так, чтобы машинка могла ездить самостоятельно? Как сделать так, чтобы можно было заряжать практически с тем же временем, как машину заправлять? Вот эти все глупые детские вопросы он задавал своим инженерам и часто вместе с ними эти вопросы решал. И это получилось. Когда человек что-то хочет, когда человек задает какие-то наивные, казалось бы, вопросы, потому что это все происходило с 2010 года. В 2012 году вышла S-ка, а в 2010 году они начали думать о том, как это все воплотить в жизнь. Все происходило на наших глазах в то самое время, когда многие из вас уже говорили, все ниши заняты, все поделено, ничего уже не добиться. В это самое время, с 2012 года, пока вышла S-ка, и до 2022 за 10 лет получилось так, что Tesla в глобальном плане стала самой дорогой автомобильной компанией. И вот эта самая наивность, которая помогла выдавить все соки из автомобильной промышленности, вот этот математический склад ума заставляет часто писать абсолютно глупые твиты, повелшись на пропаганду КГБиста, посчитав, что даже маленькая угроза ядерной войны не стоит никакого конфликта и надо любыми силами его закрывать. Та же самая детская глупость и непосредственность заставляет этого человека писать невероятные по абсурдности и обидности, нет такого слова, просто взять и написать лидеру страны какое-то оскорбление или сделать какой-то неприятный этому лидеру и всему этому народу какой-то коллажик с какой-то дурацкой фотографией. Зигануть,
никто не мешал этому парню. И прямо сейчас никто ему не мешает устраивать срач с президентом Соединенных Штатов. Прямо сейчас, в эту минуту летят твиты в разные стороны, а этот президент Соединенных Штатов, в принципе, недалеко убежал и поэтому отвечает взаимностью. И вот этот весь срач разворачивается на глазах всего мира. Невероятно, никогда такого не было. И, как вы видите, одна личность, одни и те же качества, где в одной части они применяются и становятся его сильной стороной, в другой части сфер, как у начинающего политика, как мне кажется, это просто ужас. Это самое худшее, что можно придумать. Как это отражается на компании? Потому что по-прежнему сейчас Илон Маск является лицом и главным человеком компании Tesla. Давайте посчитаем. С прошлого года в Европе продажи снизились на 45%. В Великобритании продажи снизились на 67%. В 2024 году операционная прибыль Tesla снизилась до 7,2%. Чистая прибыль упала на 53%. И в первом квартале 2025 года, уже прямо сейчас, в наше время, чистая прибыль составляла всего 2,12%, несмотря на невероятную маржинальность, о которой я говорил пару предложений назад. Причина этому то, что Илон Маск очень сильно привязан к компании Tesla. То есть это практически прямая ассоциация. С 2020 года компания Tesla сама по себе не представила никаких кардинально новых, удивляющих чем-то решений, либо вообще в принципе не представила каких-то инноваций. Вместо этого была свернута программа Model 2. Несмотря на то, что мы показали отличный пример, показали Model 2, как ее сделать, как она может выглядеть и так далее. Но Tesla вместо Model 2 выпустила роботакси. Также совсем недавно выпустила Cybertruck, который, как оказалось, совсем не то, чего ждали все остальные. Все ждали доступную машину, которая хоть и выглядит как мусорный контейнер, но и относиться к ней может как к мусорному контейнеру, потому что она стоит недорого. А получилось у нас машина почти 100 тысяч долларов, и люди, которые ее покупают, они хотят немножко другое видеть на парковке. Как минимум не видеть своих отпечатков пальцев на этой машине. И точно не хотят возить какие-то корчи или еще что-то в кузове. В результате видео про то, почему Cybertruck дешевле собрать по запчастям, вот вы тоже можете увидеть. Это, кстати, очень незаслуженно непросмотренное видео на нашем канале. Видео про то, как запчасти Cybertruck намного дешевле, чем запчасти Model 3. В результате новые машины с конвейера выходят. Но кого-то, кто объяснит, зачем эти машины выходят, в общем-то нет. И в этом основная проблема. Потому что если раньше машины выходили последовательно и была в этом какая-то логика, то есть вышла Model S, потом вышла более вместительная Model X, потом вышла самая дешевая Tesla тройка, потом вышла более вместительная, но почти за ту же цену Вайка, то выпустить роботакси. Кто ждал роботакси? Если вы ждали роботакси, напишите в комментариях. Но мне кажется, нет на свете человека, кроме, возможно, кого-то из семьи Илона, кто реально в этом мире ждал роботакси. Именно отдельную машину с двумя дверями, которая будет себя называть роботакси. И кто, кроме нас, в одном из видео показал основные преимущества Cybertruck. Основное преимущество Cybertruck — это, в общем-то, если вы везете тележку по парковке, и эта тележка с разгону попадает вам в дверь, то вам не надо перекрашивать дверь, вам не надо ничего рихтовать, вам не надо вызывать пидерщика, который будет исправлять вмятину. Просто незаметная история для этой машины. И, как мне кажется, это основное преимущество этого кузова. Это надо показывать постоянно, что вы можете закрывать дверь ногой, вы можете закрывать дверь с помощью тележки от маркета, вы можете делать много вещей, и это ни капли не отразится на лакокрасочном покрытии, потому что его нет. Задача компании Tesla в 2025 году, прямо на сейчас, очень простая. Продать 8 миллионов автомобилей Tesla, потому что фабрик уже достаточно, фабрик по производству батарей уже достаточно, всего более чем достаточно, а возможности это сделать вообще нет. Более того, продажи падают, а соответственно маржинальность машин тоже падает, потому что все рассчитано на то, что машин будет продано 8 миллионов. И в этом и есть ответ, кстати, Model 2. Model 2 это не более чем Model 3
Но когда продажи выходят на 8 миллионов автомобилей, маржинальность позволяет сбрасывать цену на Model 3 до того уровня, что она и становится долгожданным электромобилем за 25 тысяч долларов. Если в какой-то момент Илон Маск приближал это светлое будущее инновациями, то сейчас этот максимум можно выдавать, но нет никого, кто объяснит всему шарику, что им срочно нужно купить автомобиль Tesla. Допустим, BMW не надо никому объяснять. У вас есть прямая ассоциация с каким-то человеком, который управляет компанией BMW или во главе совета директоров? Что мы знаем о нашем любимом бренде BMW? Что это крутые машины, хотя по большому счету у них, в общем-то, нет продукта. Что я имею в виду? Продукт – это когда у вас есть стопроцентные отличия от вашего конкурента. У BMW нет стопроцентных отличий от Audi, Mercedes или среди каких-то моделей Toyota. Некоторые модели Toyota, в принципе, и являются моделью BMW, только с другим значком. А у Tesla есть действительно продукт, отдельный продукт, который отличается от всех остальных подобных изделий на рынке. И это некому объяснить. В то время как у BMW всего из нормальных машин в линейке это семерка и М2, у Tesla огромная линейка машин, которым нет замены. И в то же самое время нет отдела маркетинга. Прямо сейчас его снова нет. В 2024 году он был нанят, он поработал несколько месяцев и снова был уволен. Непонятно почему. Потому что без отдела маркетинга, как ни странно, невозможно объяснить, что этой компании не нужен маркетинг, что у нее есть продукт. Некому это показать. К примеру, компания ТСК 10 лет назад смогла продавать машины по 100 тысяч в стране, где очень тяжело найти клиента на машину за 100 тысяч и нет никакой инфраструктуры. У нас это получалось. Так что, если что... В общем, основную идею вы поняли. Илон со своей задачей справился. И, как мне кажется, лично, в принципе, может перейти в другую категорию визионера, который смотрит со стороны уже за тем, что происходит, главного акционера и еще кем-то, ну точно должен отвязаться от компании Tesla. Причем есть прекрасный повод. В 2018 году Илону Маску была начислена рекордная компенсация в размере 56 миллиардов. Это невероятная компенсация, которая была в 2024 году с учетом инфляции и с учетом роста стоимости акций, была пересчитано в 101 миллиард долларов. Это невероятная цифра. Примечательно то, что о ней много кто говорил, но она до сих пор не была Илону выплачена. Я бы под вот этой прекрасной картиной рекомендовал выплатить 101 миллиард Илону и отправить его аккуратненько куда-то в какую-то президию какого-то совета наблюдательного этой компании. Компания Tesla полностью отвязаться окончательно от Илона, тем более, что последние 4 года он вообще никак не влияет на то, что происходит в компании. И это мы видим, потому что мы работаем с этими машинами. И мы видим, насколько поменялось направление движения этой компании. Отдел маркетинга нужен обязательно. Илон обязательно компании Tesla не нужен, а вы нужны нам. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк и поощряйте комментариям видео, которые не банальные, не такие, как все. Там, где мы видим информацию изнутри и передаем ее вам. Поэтому увидимся. Пока.